Моя квартира. У нас хорошая квартира в новом многоквартирном доме. Наша квартира расположена на 4-м этаже. В ней есть все современные удобства: центральное отопление, газ, электричество, холодная и горячая вода, лифт и мусоропровод. В квартире 3 комнаты, кухня, ванная комната, прихожая. Гостиная – самая большая и удобная комната в квартире. В центре комнаты стоит квадратный обеденный стол и 6 стульев. Справа от обеденного стола стоит мебельная стенка с несколькими секциями: сервант, шкаф для одежды, несколько полок. У противоположной стороны пианино со стульчиком. Между 2 большими окнами находится маленький столик с цветным телевизором. Около телевизора 2 уютных кресла. В левом углу находится маленький круглый столик, диван и торшер. Этот маленький столик предназначен для газет и журналов. Папа привык отдыхать, сидя на диване, читать книги, газеты, журналы или смотреть телевизор. Спальня меньше по размеру, чем гостиная, и не такая светлая, потому что в ней только одно окно. В этой комнате находятся 2 кровати, и между ними тумбочка. На тумбочке стоит будильник и небольшая лампа с розовым абажуром. В левом углу туалетный столик с большим зеркалом. В этой комнате есть встроенный шкаф с вешалками для одежды. На полу лежит толстый ковер, а на окнах висят однотонные светло-коричневые шторы. 3-я комната – мой кабинет. Она небольшая, но очень уютная. В ней мало мебели, только самое необходимое. Здесь находится письменный стол с креслом. В правом углу книжный шкаф с книгами, журналами, газетами. Небольшой столик с радио стоит в левом углу. Возле него стоит диван с подушками. По-моему, этот кабинет – самая лучшая комната в нашей квартире. Но самое теплое место в нашей квартире – это кухня. Место, где вся семья собирается каждый вечер не только для того, чтобы поужинать вместе, но также и для того, чтобы поговорить и отдохнуть. Мне нравится пословица «Мой дом – моя крепость», потому что моя квартира действительно моя крепость. Покупки. Когда мы хотим что-нибудь купить, мы идем в магазин. Мне нравится делать покупки в больших универсальных магазинах и супермаркетах. В каждом городе есть продуктовые супермаркеты, универмаги, магазины мужской и женской одежды, бакалейные, булочные, мясные. Под одной крышей продаются разные товары, что очень удобно. Универсальный магазин, например, соответствует своему названию. Он состоит из многих отделов: готовая одежда, ткани, обувь, спорттовары, игрушки, посуда, электротовары, косметика, белье, фотоаппараты и так далее. Вы можете купить там все, что хотите. В больших универмагах есть эскалаторы, которые доставляют посетителей на разные этажи. Вещи, которые продаются, лежат на прилавках, чтобы их можно было рассмотреть. В отделе женской одежды вы можете увидеть платья, костюмы, блузы, юбки, пальто, красивое белье и многие другие вещи. В отделе мужской одежды можно выбрать костюмы, брюки, пальто,
галстуки и так далее. В отделе трикотажа можно купить свитера, кардиганы, пуловеры с короткими и длинными рукавами, шерстяные жакеты. В отделе косметики продаются крем для лица, пудра, помада, лосьоны и шампуни. В продуктовом супермаркете мы можем купить одновременно сосиски, рыбу, сахар, макароны, муку, крупы, чай. В мясном магазине есть большой выбор мяса и птицы. В булочной мы покупаем черный и белый хлеб, булочки, печенье. Мы часто ходим еще в один магазин – овощной. Здесь есть капуста, картофель, лук, огурцы, морковь, свекла, зеленый горошек и многое другое. Все продается в расфасованном и упакованном виде. Если вы зайдете в молочный магазин, там вы можете купить молоко, сыр, сливки, масло и другие продукты. Есть магазины самообслуживания, где покупатель ходит от прилавка к прилавку, выбирает и кладет в корзину то, что он хочет купить. Затем он несет корзину к кассе, где стоимость покупок суммируется. Если же в магазине нет самообслуживания, как в большинстве маленьких магазинов, то продавец помогает покупателю подобрать то, что он хочет. Вы платите деньги кассиру, а он дает вам сдачу. На почте. Мне нравится ходить на почту, потому что почта – это то, что соединяет людей из разных городов и стран. На почте несколько окошек. В одном из них можно купить конверты, марки, открытки. Вы можете написать письмо прямо здесь и сразу отправить его. Или можете написать его дома и затем бросить его в один из почтовых ящиков по всему городу. Это очень удобно, так как вам не нужно идти на почту снова. В другом окне вы можете отправить телеграмму. Для этого вам нужно заполнить бланк, отдать его служащему и заплатить в соответствии с количеством слов в вашей телеграмме. В другом окне вы можете отправить или получить посылку. Чтобы отправить посылку, вам нужно принести ее на почту, служащий взвесит ее и скажет, сколько вы должны заплатить. Чтобы получить посылку, вы должны показать свой паспорт, чтобы почтовый служащий был уверен, что именно вы получатель посылки. В последнем окне вы можете оформить подписку на газеты и журналы. Вам нужно заплатить определенную сумму денег, которая указана в каталоге, и ваши любимые газеты и журналы будут доставлять прямо в ваш дом. На почте также есть абонентские ящики. Абонентский ящик АЯ – это номерной ящик, в который можно направлять корреспонденцию, если у вас нет постоянного адреса. Моя комната. Мы живем в трехкомнатной квартире. Комната, которая мне нравится больше всего в нашей квартире, моя комната. Я использую свою комнату и как место для занятий, и как спальню. Она уютная и удобная. В моей комнате немного мебели, только все самое необходимое. Встроенная в стены мебель не занимает много места. Слева стоит моя кровать и мой письменный стол. В столе много ящиков,
в которых я храню мои учебники, тетради, ручки, карандаши и другие необходимые вещи. Справа стоит диван и встроенный шкаф. В правом углу расположено удобное кресло. Рядом с ним лампа с голубым абажуром. Мне нравится включить лампу, сесть в кресло и читать интересную книгу. В моей комнате есть несколько книжных полок. На них можно увидеть книги на русском и английском языках. На полу лежит большой толстый ковер. На стене висят несколько плакатов с моими любимыми исполнителями. Мне очень нравится моя комната. Когда друзья приходят меня проведать, я всегда приглашаю их в свою комнату. Моя комната – хорошее место для отдыха и для работы. День Святого Валентина. Существует несколько легенд о Дне Святого Валентина. В одной из легенд говорится, что Валентин был христианским священником, который жил в III веке нашей эры. Он был помещен в тюрьму за свое учение римскими властями и был обезглавлен 14 февраля. Согласно легенде, он сотворил чудо, исцелил дочь тюремщика от слепоты. Перед казнью он написал ей письмо, которое подписал «От вашего Валентина». В другой легенде говорится, что тот же Валентин писал из тюрьмы письма детям и друзьям, которые его любили. Согласно еще одной легенде, Валентин был итальянским епископом, который жил приблизительно в то же время. Он был брошен в тюрьму, потому что он тайно венчал пары, хотя это было запрещено законами Римской империи. В легенде говорится, что он был сожжен на костре. 14 февраля было также римским праздником. В этот день молодые люди случайным образом выбирали имя девушки, которую должны были сопровождать на праздник. Обычай избрания возлюбленного в этот день стал очень популярным в средневековой Европе. Позднее этот обычай распространился и в американских колониях. Сегодня День Святого Валентина – День влюбленных. В этот день люди показывают своим друзьям, родственникам и возлюбленным, что они их любят. Люди посылают конфеты и цветы тем, кого любят. Большинство людей посылают валентинки, поздравительные открытки, названные так в честь писем, написанных святым Валентином из тюрьмы. Валентинки могут быть сентиментальными и романтичными или забавными и дружескими. Валентинки могут быть анонимными. Валентинки могут иметь форму сердца, или сердца могут быть изображены на них. Люди покупают валентинки или делают их сами.